Всем привет! Мы уже рассказывали о том, как сделать свой VPN. Ссылки на видео будут в описании. А сегодня о еще одном решении – Hysteria 2. Работает поверх Quick, маскируется под обычный зашифрованный трафик сайтов, а управлять всем можно через веб-интерфейс. Посмотрим, как это поднять с нуля. Hysteria 2 — это современный прокси-протокол для обхода интернет-блокировок. Он использует Quick, протокол на базе UDP. Главное преимущество — трафик маскируется под обычный HTTP 3, то есть выглядит как зашифрованный веб-трафик от обычных сайтов. Да, с блокировками Quick ситуация сильно зависит от провайдера и региона, и долгосрочную надежность предсказать сложно. Но в ситуации, когда горизонт планирования крайне невелик, еще один инструмент в арсенале — это только плюс. У Hysteria 2 есть собственный алгоритм управления перегрузкой под названием Brutal. Он умеет поддерживать высокую скорость даже при потере пакетов, что делает соединение стабильным даже под нагрузкой. Друзья, если вы считаете это видео полезным, поддержите, пожалуйста, нас лайком, подпишитесь на канал и включите уведомления. Это реально помогает видео продвигаться в алгоритмах YouTube. И да, у нас появилось спонсорство. Если хотите поддержать наш проект, можете присоединиться, мы будем очень благодарны. Для начала нам понадобится, конечно же, виртуальный сервер. Выбираем один из провайдеров. Тот, что у меня на экране, это лишь пример, не рекомендация. Выбирать нужно под ваши задачи, учитывая юрисдикцию, репутацию, стоимость и предлагаемые мощности. Единственное, в документации Hysteria 2 указано, что операционная система должна быть Ubuntu 22 и выше, так что поменяем на всякий случай на 24-ю. Оплачиваем заказ и ждем, когда сервер установится. Как правило, все данные приходят на почту. Теперь дальше. После того, как все данные сервера были получены, идем в терминал, чтобы уже подключиться к нему и установить Hysteria. Можно использовать встроенные терминалы, любые вспомогательные программы, которые вам нравятся, это не принципиально. У меня установлена Tebi, поэтому далее буду работать в ней. Нажимаем «Новое соединение» и вставляем адрес сервера, который получили на почту. Далее пароль, логин просто по умолчанию. И подключаемся. Hysteria 2 можно установить и настроить вручную через командную строку. В этом обзоре покажу способ через панель Blitz, просто потому что удобнее. Ну, на мой взгляд. Blitz — это веб-интерфейс для управления сервером Hysteria 2. Такая админ-панель, где вместо сложных команд в консоли у вас есть кнопки, формы и графики. Устанавливается одной командой, скрипт все делает автоматически, а дальше все управление идет через браузер. Берем установку на GitHub. Здесь есть инструкция по установке и тот самый код, который нам понадобится. Копируем и вставляем в терминал. А дальше просто ждем установку. Попросит что-нибудь обновить — соглашаемся. В итоге попадаем вот в такое меню, откуда и приступим к самой установке Hysteria 2. Ну, в принципе, логично и понятно. Сначала выбираем один, чтобы войти в меню. Далее снова один, установить и настроить. Первый шаг попросит SNI. Грубо говоря, это то, что сообщает серверу, к какому именно домену вы подключаетесь. Что тут писать? Обычно выбирают какие-нибудь популярные, которые у всех на слуху. У меня адрес виртуального сервера США, поэтому напишу что-нибудь не из России. Часто используют GitHub, ну или Google. Главное, чтобы он не был изначально заблокирован. Далее выбор порта. Обычно тут все пишут 8443, но в официальном телеграм-канале Hysteria и Blitz рекомендуют другой. Hysteria 2 не имитирует веб-сервер, поэтому можно использовать 1935. Он считается типичным портом для медиастрима, поэтому трафик на нем выглядит естественно для многих сетей и фильтров. Осталось только нажать на Enter и вернуться к меню. По сути, все готово. Нужно запустить веб-панель для управления. Выходим в главное меню, нажимаем 0. И идем в расширенное меню, кнопка 2. Тут находим веб-панель, цифра 8. Теперь запустить веб-панель, 1. На этом этапе он попросит домен, под которым и будет заходить в веб-панель. Где его взять? Как всегда, есть два пути. Купить — это наиболее стабильный вариант. Или погуглить сайты с бесплатными доменами. Вот они могут, конечно, в любой момент быть заблокированы. Выбирайте сами. Я покажу на примере одного из бесплатных. Сначала, естественно, регистрируемся, потом идем в раздел DNS и жмем «Добавить». В разделе «Хост» можно вписать что угодно. Это и будет само имя субдомена. Во втором окошке выбираем из предложенных. Пусть такой, покороче. Теперь добавляем. Осталось только прописать в IP адрес нашего сервера и нажать «Сохранить». Процесс настройки займет какое-то время.
Можно это сделать первым шагом еще до покупки VPS. Тогда ждать может и не придется. Возвращаемся в Тэби и вставляем домен. Порт, опять же по рекомендациям из группы, стандартный 443. Дальше нужно задать логин для админки и придумать пароль. Символы пароля отображаться не будут, так что все нормально. Вводим, Enter и повторяем. Теперь уже готова и ссылка, по которой мы можем перейти в панель. На нее можно нажать или скопировать и вставить в браузер. Если настройка домена еще не прошла, то просто ничего не откроется, нужно будет подождать. Если все ок, то переходим и видим вход в админку. Вводим логин и пароль, который придумывали. Здесь нас интересует вкладка слева «Пользователи». По умолчанию будет создан какой-то дефолтный, но он нас особо не интересует. Посмотрим, как создать нового. В правом верхнем углу жмем на «Добавить», и тут открывается меню, где мы можем назвать пользователя, установить ему лимит на трафик, если 0, то безлимит, а также выбрать период, в который ему будет доступен VPN. Добавляем. Теперь мы сможем видеть статистику, сколько потратил трафика, активность и так далее. Но главное — поделиться конфигом. Жмем на значок в колонке «Конфиг». Открывается вот такой QR-код. Его можно сканировать устройством или же нажать на него мышкой и скопировать ссылку, которую потом отправить удобным вам способом. Далее остается только выбрать клиент для подключения. Есть много решений. Тот же Streisand или V2Rain. У меня на телефоне после прошлого обзора остался Hidify. Открыл его, навел на QR-код, конфиг добавился. Запускаем. Работает. В общем, предсказать, что заблокируют завтра, а что будет работать, невозможно. Поэтому чем больше инструментов знаешь и умеешь настроить сам, тем лучше. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное — оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков, Теплица социальных технологий.